Привет! Для программирования нам нужна программа, где бы мы могли писать код. В данном видео я не буду рассматривать конкретные редакторы. Я расскажу о тех аспектах, на которые нужно обратить внимание при выборе. В описании к видео будет список распространенных редакторов кода. А вам советую попробовать их, выбрать тот, который вам придется по вкусу и использовать, а не потому, что голос YouTube сказал, что этот редактор хороший. Как вы знаете, программисты много времени проводят за написанием и отладкой кода. Для того, чтобы писать рабочий код, хватит простого текстового редактора. Но так писать код сложно, долго, и в процессе разработки допускается множество ошибок, которые впоследствии тяжело найти. На помощь приходят современные редакторы кода. Существуют как платные редакторы, так и бесплатные. Большинство современных редакторов имеют ряд особенностей, необходимых для разработчика. Подсветка синтаксиса, автоматические отступы, автодополнение, разделение рабочей области, мини-карта, внешний вид, проекты, интеграция приложений, система контроля версий, консоль, дебаггер, библиотека плагинов, горячие клавиши. Давайте рассмотрим некоторые из них. Подсветка синтаксиса. Это выделение однотипных конструкций отдельным цветом помогает быстрее визуально найти нужный участок кода. Это делает код более читаемым и понятным для разработчика. Автоматические отступы. При написании кода не хочется самому после переноса строки отбивать нужную вложенность. К счастью, этот процесс зачастую автоматизирован. При переносе строки программа автоматически выставит уровень вложенности. Файл, в котором корректно выставлена вложенность, легко читается. Также это дает программе возможность скрыть блоки кода. Например, чтобы лучше видеть границы участка и случайно не затронуть соседние. Можно удобно группировать блоки кода и оставить видимый только тот, который нужен. Автодополнение. Во время разработки часто приходится искать справочную информацию. Благодаря встроенной возможности автодополнения можно не тратить на это время. Программа на ходу анализирует написанный код и предлагает варианты. Также можно быстро получить справочную информацию по нужной конструкции, узнать о количестве аргументов, которых принимает в себя функция и многое другое. Дебаггер. Еще один удобный инструмент – это встроенный дебаггер, позволяющий отлаживать код. Можно выставлять точки и искать, в каком месте программы происходит неожиданное поведение. Внешний вид. Для тех, кто любит настраивать инструмент под себя, в настройках есть множество регулировок. Можно изменять размер шрифта, цветовые схемы, правила переноса текста и многое другое. Это поможет сделать процесс разработки еще комфортнее. Библиотека плагинов. Какая-то часть из вышеперечисленного по умолчанию устроена в редакторе, а какую-то нужно добавлять, устанавливая плагины. Также большое значение имеет количество людей, которые используют редактор. Чем популярнее приложение, тем больше сторонние разработчики создают и обновляют плагины для него. А это, в свою очередь, положительно сказывается на опыте использования инструмента конкретным пользователем. Горячие клавиши. Практически для всех действий в редакторе есть горячие клавиши. Знание этих комбинаций повышает скорость разработки. Стоит их изучить, хотя бы для того, чтобы понять, какие еще возможности дает редактор. Если у вас есть любимый редактор, пишите о нем в комментариях и почему он заслуживает внимания. Также подписывайтесь на канал и на нашу группу в Telegram. Ссылка в описании.